Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Вячеслав Летунов. Я совершил недостойный мужчины поступок. Мой разум затуманился, и я не ведал, что творю. Мне надо было много раз подумать, прежде чем совершать такую ошибку. Я очень сожалею, что назвал хинкали большими пельменями. Я извиняюсь перед всеми грузинами за эту глупую шутку. Перед всеми грузинами и конкретно перед пшавским народом, который считается основателем и родоначальником этого прекрасного блюда хинкали. Простите меня. Больше этого не повторится. Все? Я свободен? Надеюсь, ты сделал выводы. Čo იქნება ხინკალი ნამდვილად გავს პელმენებს? მოიცა გობა, ყველგან კამერაა. Прошу прощения. Перед всеми грузинами и конкретно перед пшавским народом, который считается основателем и родоначальником. Это что такое? Как и просили, Вениамин Игоревич. Просили извинения. Вы что думаете, в это кто-нибудь поверит? Ну, брови приподняты, глаза широкие, кожа бледная. Да видно же, что человека заставили. Никакого раскаяния. Да, мы его заставили, Вениамин Егорович. Вы понимаете, что такое искренность? Душевность. Душевность знаем, конечно. Репутация целого народа на ваших плечах. Чтобы душевно, искренне. Вот материалы. Изучайте. Я совершил недостойный мужчины поступок. Мой разум затуманился. Зачем ты смеешься? Я не смеюсь. Как это? Улыбка на твоем лице. А, это не улыбка, я плакать пытаюсь. Лучше плачь. Слушай, дайте я лук возьму на кухне. Ты что, расакет? შეიდიოტო, ჩალურჯებული თვალით, როგორ უნდა ჩავწეროთ? Хочешь, я ему все лицо разобью, чтобы в один цвет было? ვაიმე, ღმერთო, ეს რა სულელია, ღმერთო, რა დამერხა. ხო, ბოდიში გადახდას გადაღებას დაგლაცხებინებენ, ან ჩემი სახში რა უხშევხედო დამერხა, ეს რა იდიოტის ხელში მოხდი, ჩვენ კიდე დავაცი.
Надо в магазин косметики пойти, тональник купить, и все. Какой магазин косметики? Когда лучше врача вызову, чем в магазин косметики пойду. Врача. Хорошая идея. Извините. Ривасик, для тебя все, что угодно. Ну, и кого тут нужно вылечить? Боже, в смысле нет, Лера, не в этом дело сейчас. Сейчас больному будет прописан строгий постельный режим, и мы сделаем все, чтобы поднять его на ноги. Лера, подожди. Ситуация тут совсем другая. Какая? Здрасте. Ривас, ты не предупредил, что вас будет трое. Здрасте. Подложить надо что-то. Куда? Да никуда, а что? Я на актерском училась. Тюменский государственный. Ну вот, тебе надо просто вспомнить что-то очень плохое. Думать об этом, когда извиняешься. Подложи, значит. Понятно? Непонятно. И мне непонятно. Сейчас, поищем. Родители живы у тебя? Живы. Собака там или кошечка, хомячок, кто-нибудь сдох? У меня аллергия на животных. Там сложно все. Смерть, любовь. Девушка с лучшим другом изменяла? Нет. Вроде нет. Ну, плохое что-то было у тебя. Ну, такое, чтобы жить не хотелось. Ну, чтобы утром просыпаешься и дышать не можешь. Или ходишь, всем вроде улыбаешься, а внутри тебя маленький мальчик плачет. Мальчик? В школе в 5 классе я должен был прочитать стихотворение про арбуз. Вышел на сцену, начал читать и с 3-й строчки поплыл. Куда? Ну, забыл стихотворение. При всей школе. Стою, слова сказать не могу. Естественно, все меня засмеяли, поиздевались. Я потом до конца четверти один в столовке сидел, как изгой какой-то. Все из-за этого стихотворения про арбуз. Арбуз Багрицкого. Наверное. Нормально вас в 5 классе напрягали. Ну вот видишь, это твоя боль. Она там внутри тебя все эти годы сидела, понимаешь? Ты носишь эту боль в себе уже столько лет. Ты после того случая жить нормально не можешь, есть не можешь, ходить не можешь, дышать не можешь, ничего не можешь. Вот, сделай эту боль своей силой. Веди внутренний монолог с этой болью. Как? Думаешь про арбузы, говоришь про хинкали. Думаю про арбузы, а говорю про хинкали. И про слезы не забывай. Сейчас будет. Сейчас как будет. Дорогие грузины и конкретно пшавский народ, простите меня, пожалуйста, если возможно. Следов не оставили. Нет, Вениамин Игоревич. Родных в заложники не брали. Не брали, Вениамин Игоревич. Как вам удалось такие классные извинения записать? Арбузы, Вениамин Игоревич. Арбузы? Отпустите меня! Студент, отпустите! Простите! Отпустите! Это из-за того видео. Я виноват. Мой разум затуманился. Я совершил недостойный мужчины поступок. Я не ведал, что творю. Простите!
Алубамикубребум. Дорогой наш гость, Вячеслав, мы счастливы, что все закончилось, и ты осознал свою ошибку. Прими этот братский стол за доставленные неудобства. Вся Грузия и конкретно Пшавы, родоначальники прекрасного блюда хинкали, готовы показать тебе, что хинкали – это харалалу. Настоящее искусство. А пельмени – это тесто с мясом, Антон Оревас, Оу. я, конечно, прошу прощения, извиняюсь, Мараш. С чего ты взял, что хинкали придумали пшавы? Неужели ты не знаешь, что хевсуры придумали хинкали? Дорогой, ты желтое с острым не путай. Все знают, что хинкали придумали пшавы. Нет, я ничего не путаю. Мой дед лично знал того человека, Эро, который сделал хинкали. Ты сейчас что считаешь? Мы все лгуны, да? Слава, извини. Без базру, хочу! Без! Дорогие друзья, я приношу свои извинения всем грузинам, а именно пшавам, хевсурам и сванам, за варварский способ поедания хинкалей. Я прошу прощения. Такого больше не повторится. Здравствуйте, меня зовут Гурам Нармания. Как режиссер и сценарист приношу свои искренние извинения всем, кого могло задеть это кино. Я совершил недостойный мужчины поступок. Такого больше не повторится. Я Василий Кирюхин, оператор-постановщик. Искренне извиняюсь за то, что вообще согласился снимать это кино. Отдельно перед русским народом за то, что хинкали в кадре получились лучше, чем пельмени. Здравствуйте, меня зовут Эмма Николаевна, и я продюсер этого фильма. Простите меня, пожалуйста, за то, что я дала денег этим авантюристам. Повелась на красивые глаза режиссера и совершенно упустила из вида вопиющую бездуховность и скудоумие данной картины. Простите. Нормально?